Привет, Андрей! Очень рад с тобой наконец поговорить. Давай обсудим прошедший турнир претендентов, и не только его, но начнем, конечно же, с него, потому что это главный инфоповод вокруг тебя в последнее время. Расскажи, как ты готовился. Я читал и слушал твои предыдущие интервью. Ты рассказывал, что у тебя были тренировочные лагеря. Как это вообще работает? Привет, Гриш. Спасибо, что позвал. Очень приятно быть здесь. Да, подготовка, в принципе, начала уже проходить более-менее после Кубка мира. То есть я уже начал сразу примерно прикидывать, возможно, дебютный репертуар, какие-то направления, которые я буду играть. Как бы я сразу уже начал раздумывать над этим, кого я хочу видеть в команде. Вот. А дальше, то есть в январе у меня был сбор, в феврале и, получается, в марте, да, в марте. То есть буквально раз в месяц сбора. Плюс Аэрофлот же еще был там из турниров. То есть тоже такой, можно сказать, подготовительный процесс был. А, Как-то так. Как проходят сборы? Вот расскажи, типичный день на сборе. Просыпаешься, что дальше? Просыпаешься, завтракаешь. Ну вот зависит от места, где мы были. У нас один сбор был в Сербии, в Белграде. Вот, там мы жили в одном доме все вместе, командой. Да, просыпаешься, завтракаешь, ну и как-то вот там, ну, условно, мы собирались там сходить за кофе куда-нибудь в какое-то место. Когда мы идем за кофе, мы все равно обсуждаем что-то, да, как бы какой-то идет процесс все равно тренировки. Вот. Потом возвращаемся и, собственно, уже как-то думаем, что смотреть, кто что смотрит. В основном это дебют. Вот. Ну, например, на одном сборе, даже не на одном, на двух сборах из трех с нами был Михаил Здравович Шерешевский. То есть мы занимались с ним эндшпилем по несколько часов. Вот. Поэтому я, Круто. условно, да, я занимался эндшпилем, ребята занимались дебютом. Как-то вот так вот происходило. То есть я тоже там уже какой-то материал, когда есть, стараешься его усвоить, а на сборах сидишь, двигаешь все эти варианты, вот какие-то вопросы возникают, тоже вы обсуждаете это все. Как-то так вот это происходило, но вот в основном это был дебют, конечно. Ну, логично, да. А расскажи, как это работает? То есть, вот кто определяет, например, какие-то пожелания к дебюту? Потому что были много комментариев, в том числе твой тренер в прошлом, Дмитрий Кряквин, и наставник, и старший друг, говорил, что в беседе со мной, что вот ему казалось, что какие-то дебюты были, некоторые дебютные линии, не подходящие твоему стилю, что слишком там что-то острое, агрессивное, не совсем вот под Андрея. Как он считает? Вот, и мне интересно, ты, например, говорил, я не знаю, Давиду Паровяну и другим своим секундантам, ребята, нужно что-то против русской партии, что-то дикое прям найти. Или они сами приходили и говорили: Андрей, против русской партии вообще ничего нельзя сыграть, кроме вот этого вот варианта. Как это работает? Да, ну на самом деле вот это важный момент, интересный. То есть, ну вот на первых сборах или еще до первых сборов как бы стоял вопрос того, как мы играем в дебюте. И как-то вот мы пришли к выводу, что черными, наверное, логичнее всего играть в репертуар, то есть подготовить какую-то линию и играть ее. То есть желательно это должно быть что-то не мейнстримное, что-то какое-то вот, какая-то свои какие-то линии. У меня много было партий ферзевом с изолированной пешкой. То есть мы много смотрели эти позиции и другие позиции. Ну, то есть был, конечно, выбор из того, что сыграть, но вот остановились на позициях с изолятором черными. То есть черными репертуара, белыми мы, в принципе, как и Кубок мира, мы также и примерно играли. То есть мы все-таки старались в креатив смотреть белыми. То есть какие-то линии тоже не мейнстримные, стараться как-то удивлять, какие-то новинки, что-то интересное. Можно было бы вместо этой концепции выбрать концепцию, где мы играем какие-то довольно плотные линии белыми, а черными тоже довольно плотно. Ну и, как мы думали, это может потенциально привести к результату Блюбаума, так скажем. То есть, ну, белыми плотно, ну, буду, может быть, делать ничьи какие-то, но выиграть, наверное, будет довольно тяжело.
Ну, если вот просто белыми как-то стараться плотно играть. Ну, черными, ну, в турнире у меня неплохо, кстати, черными получилось, более-менее. Я вот Сидарову проиграл только в первом туре, хотя тоже позицию имел хорошую, и ВИ проиграл, но тоже там имел хорошую позицию, то есть это уже какие-то и другие проблемы были, не дебютного плана. Вот, поэтому мы как бы решили, как мне кажется, сыграть так на максимум, то есть если бы белыми, так скажем, залетело, то результат мог бы быть хорошим, но да, белыми совсем не пошло, то есть какой-то еще, мне кажется, факт невезения был, что, ну, как-то вот я Аниш Гири, то есть всю эту линию более-менее знал довольно глубоко, хотя она была довольно... Не такая большая вероятность, что Аниш может это знать, особенно так глубоко. Вот. И дальше, то есть, если помнишь, я вот пошел B4, то Да. есть даже дальше, вот этот момент, по-моему, он даже был записан, я просто не вспомнил, потому что объемы огромные. Вот. Кто там еще белыми я играл? В русской с Блюбаумом была партия. Свои, да, свои была белыми партия, которую я проиграл. И там тоже, конечно, идея классная, но, ну, конечно, проблема, что очень много возможностей у черных. И, то есть, мы, мне казалось, посмотрели уже практически там все. Эту позицию просто там перелопатили, на доске двигали перед партией. Очень много там и вообще кучу всего делали. Вот именно в этой редакции не посмотрели. И там, ну, как бы особо ничего у белых нет. Просто нужно было согласиться на позицию там типа 0,20. А я решил как-то вот сыграть на максимум, отойти, как-то вперед пойти. Э, Вот, но ферзь Е8 ход зевнул совершенно. И как-то вот странно получалось в этом турнире, что вот условно выход из дебюта, потом кажется в позиции, что вот какой-то самый логичный ход, который я довольно быстро делаю, потому что кажется, что, ну, как бы не здесь же думать, условно, да, не в этой же позиции. Не кажется он такой уж, вот как свои, ну, не почувствовал, так скажем, критического момента и сразу вот безнадежно. То есть вот мгновенно. То есть даже не минус 0,5, то есть там сразу партия заканчивается. Это, конечно, обидно. Такого у меня раньше не было. Вот поэтому, да, к твоему вопросу, это был, наверное, мой выбор. В первую очередь я хотел белыми играть креативно, потому что мне казалось, что это как бы от этого возрастут шансы на успех, так скажем. You know, guys, this podcast is sponsored by Chess Reps, a chess website for learning chess openings. And recently, my partners from Chess Reps were criticized by a grandmaster from Switzerland who said in his video that it's obviously not a website for preparation for grandmasters. The lines are not deep enough, etc., etc. So let me tell you some of my unfiltered thoughts on this. So as you may see from my screen, I've personally used Chess Reps and I've learned some of the openings there. I've completed some of the opening courses on there. And I also have couple of my own courses here. So Master Readers A4 in the 4 Knights, the course, the lines that I used to make a draw against Wei Yi at the end of my podcast where we played Blitz. Very nice line. And also I have a line, Master Readers Milner Barry Gambit versus the French. This is a very nice gambit against the French defense with white. I recommend you use it. Anish Giri used it against me at the end of our podcast episode when we played Blitz and defeated me. But I also play it with white. So that brings us to the point. Chess Reps has lots of different opening courses, and they are not for everyone. Some of the courses, the default courses, are created by Ethan, who is the founder of Chess Reps. I know him personally. He's an amateur player. He's rated around 1200 FIDE. And he personally likes chess, likes working on this. He created this website. And yeah, he's not a GM. So if you are a grandmaster or a titled player, Ethan's courses probably will not be very helpful for you because they are short. They just give the main lines in a given opening. So I was interested, for example, I checked out his course on the Jibava London. I finished it, as you see. Very instructive. Some lines in the Jibava, I got the feel of the position. If I'm an amateur player, definitely that's enough to start playing an opening. So if you're amateurs, you can definitely check out the courses. And I found the lines, by the way, very nice. So I'm rated online 2300, much higher than Ethan, but still I got useful things from this because obviously he makes those lines with an engine. But that's not all of Chess Reps. Chess Reps is a website where anyone can create their own
opening repertoire, which is a very nice feature, by the way. You should try it yourself. So, for example, you have your own lines. You can input them into the Chesswraps interface, just like I did, for example, with the A3 in the 4 knights. And then you can drill, you can practice the lines to not forget them. For example, like here I do with this A3 line, and here it's important to take this pawn. It is possible, and then to fork black, and already white enjoys a pleasant advantage. So you can train your own lines. You can even forget about using other repertoires. You can use your own, and that's a great feature. Also, there are community courses there. Here you see community courses. You press this, and there are lots of different courses created by the community of Chesswraps. I recommend you check them out. Lots of very nice courses. Some of them are more complicated, others are shorter. Different strokes for different folks. I've also spoken with Ethan recently, and he said that they are also going to launch some courses by titled players on the platform. So it's good to hear there will be even more variety and options in that aspect. And I recommend you should check out Chesswraps. Follow the link in the description. You can start using it for free, and then if you like it, you can buy a subscription, which is, by the way, not as expensive as most competitors. So check it out. And let's continue with the podcast. А вот когда говорят, что это не соответствует твоему стилю, ты согласен с этим или нет? Потому что в целом можно же креативно играть и в какие-то более позиционные линии, тоже редкие и необычные. Я бы не сказал, что это не соответствует моему стилю. Я много партий выиграл в таких вот каких-то интересных, нестандартных схемах. Я не думаю, что это была проблема. Не думаю, что в этом была проблема, да. Ну, еще вот как бы вот на Кубке мира мы тоже вот подготовили много интересных такого же плана схем, но как-то вот так получилось, что многие люди сыграли какие-то более плотные схемы, и пришлось играть плотно. То есть не то, чтобы у нас весь репертуар был построен на каких-то безумных позициях. То есть буквально, если ты смотришь креативно, в любом случае будут такие позиции возникать где-то. И они возникали вот практически в каждой партии. Поэтому как-то так. То есть могли возникать более плотные позиции, если бы люди как-то другие линии выбирали. Они выбирали те линии, где у нас как бы такое безумие, хаос начинался какой-то. Да, ну, надо отметить, что хаоса было много. А вот интересно, как много времени ты тратил на каждую из таких разработок? То есть, понятно, твои секунданты глубоко смотрели, и потом там ты с ними и сам смотрел. Вот, может быть, какие-то тренировочные партии играл. Вот, условно, вот эта сицилианка слон g5, слон d3 против Аниша. Как конкретно, если ты можешь раскрывать, ты же уже ее все-таки сыграл, как долго ты ей занимался? Да. Вот позиция после вот там слон d3, слон g5, слон d3. Ну, мы ее двигали на сборах. Не могу сказать, что прям супер много, но вот, наверное, несколько дней мы ее двигали и на доске, то есть какие-то логичные продолжения рассматривали. Мне казалось, на самом деле, вот после слон g5, e6, слон d3, в первую очередь, что возникнет какая-то просто вот такая классическая сицилианка, то есть просто там условно черные пойдут как слон e7, потом как-то, не знаю, там a6, b5, ферзь 7, и вот в разных порядках мы ее как бы смотрели. Вот эту позицию, которая может возникнуть. Как сыграл Аниш, слон e7, конь e4, мы тоже, как бы, конечно же, смотрели, но казалось, что, то есть, во-первых, это нужно знать, в случае Аниша, конечно, вероятно, вот, но как бы нужно еще ее довольно глубоко как будто бы знать, то есть потом вот король d7, то есть непонятно просто, глобально не совсем было понятно, зачем это делать черными. То есть понятно, что это первая линия, но есть много достойных продолжений вместо этого. Поэтому как раз-таки казалось, что этого не будет скорее. И больше упор был как раз-таки на вот просто какие-то вот такие сицилианские позиции, которые там могут возникнуть. Там условно белый уходит в длинную, черный в короткую, и начинается вот как бы игра такая агрессивная. И вот я старался как бы все это запомнить, воспринять. Да, но я на самом деле как раз-таки хотел, чтобы кто-то сыграл конь e4, конь e4, конь в эту позицию. Мне она казалась более перспективной у белых. И она мне до сих пор кажется более перспективной у белых, но просто вот момент в партии, который случился, где-то, может, чуть не повезло, может быть, не повезло, а просто так и должно было быть, не знаю.
Сложный вопрос. Пару дней уделили, плюс еще, конечно, перед партией двигали много на доске, и сам я много двигал эту позицию, то есть времени прилично было уделено. А команда насколько большая у тебя была? Ну, и можешь ли ты раскрыть секундантов, которых еще не раскрыл? Или нет? Да, я думаю, могу, наверное, раскрыть. Ну, Давид Паровян, э, Макс Матлаков, Сава помогал и Ветохин. Сергей Лобанов. Да. Мгм. Мгм. И, ну, вот, и, ну, Михаил Зраилевич, но мы занимались Эншпилем. Интересно, А я, как? кстати, не знаю, были ли другие участники турнира претендентов, кто именно эндшпиль отрабатывал перед турниром. Это круто. Мне кажется, сейчас как-то Ну, пренебрегают кстати, часто. ну, вот да, я тоже об этом как раз-таки думал, что это, может быть, неплохая идея позаниматься с Михаилом Зраилевичем. Вот, и в целом, как раз-таки, вот ладейник против Хикару у меня случился. Примерно как раз-таки вот мы что-то такое и смотрели. Я себя очень уверенно чувствовал, поэтому, да, Михаил Зраилевич, спасибо за работу. Мгм. Если бы ты сейчас мог вернуться в начало турнира претендентов со всеми знаниями, которые у тебя были, помимо того, что ты бы повторил там какие-то линии, которые случились, что бы ты еще изменил и стал бы что-то менять бы? Я думаю, что вот не к началу турнира претендентов надо вернуться тогда, а вот в начало подготовки. Я бы 100% больше времени уделил, наверное, задачам, каким-то сложным позициям, чтобы просто вот в форму прийти. Работа как бы над своим мышлением во время партии. Этого мне явно не хватило, поэтому я бы, наверное, меньше времени просто уделял бы дебюту. Какой бы там я ребятам бы сказал, там, условно, смотреть, и там за неделю до турнира как-то бы пытался понять, что-то в дебюте, вот, но глобально, наверное, было важнее просто быть в хорошей форме, просто решать, сидеть задачи. Думаю, вот этого мне не хватило, и, возможно, мне бы не хватило этих там 3 месяцев. Возможно, этому нужно было уделить, в принципе, больше времени в течение своей карьеры, потому что я не особо люблю этим заниматься, вот решением вот сложных позиций, задач. Как в основном идет работа над дебютом, и, видимо, сейчас это не совсем правильно, потому что, ну, как бы вот не сыграв этот турнир, непонятны были, так скажем, тренды современные, элиты, так скажем, да, у топов. И, ну, конечно, вот в классику счет очень важен. Счет безумно важен. Я Кубок мира играл, например, там не совсем понятно. То есть, ну, у меня в классику заканчивались партии в ничью, и потом начинался рапид, а в рапид как бы в целом игра рукой, она более важна. И поэтому мне удавалось там как бы хорошие результаты показывать. Вот. Но в классику, конечно, да, счет сейчас, наверное, ну, по моим ощущениям, на первом месте. Ну, рукой особо, в общем, не поиграешь. То есть до какого-то момента можно, но потом все равно тебе нужно будет посчитать. То есть против там ВИ, Синдарова, против таких счетчиков, ну, очень тяжело. Очень тяжело без счета. Мгм. А ты упомянул еще мышление во время партии. Можешь пояснить, как именно бы ты над ним работал или как планируешь работать? Развивается задачами, просто сложными позициями. И вот, ну, просто как бы, когда постоянно решаешь, я вот сейчас начал больше решать и чувствую какие-то, мне кажется, улучшения. Ну, потому что и вот с Анишем партия, свои партии. Ну, то есть я думал очень много времени над ходами в какой-то момент. Точнее, нет, вот как раз-таки я уже думал много, когда уже нечего было думать, по сути. Вот. Я, наоборот, очень быстро в какие-то моменты принимал решения. И как раз-таки вот за счет просто, ну, видимо, просто неправильные вопросы себе задаю во время партии. То есть во время партии ты же как-то с собой более-менее разговариваешь, какие-то вопросы себе задаешь. И думаю, что я просто вообще не те вопросы, так скажем, себе задавал во время партий. То есть не то считал, не... Ну, как бы много было вот пробелов. Мне кажется, это такая сейчас слабейшая сторона, так скажем. Вот, но я уже начал над ней работать потихоньку.
Круто, что ты не только отдыхаешь, но уже приступил к работе. А скажи, пожалуйста, что за решение позиций? То есть я так понимаю, что это не просто какая-то простая тактика, а это какие-то сложные счетные позиции. Откуда ты их берешь? И, опиши, может быть, суть позиций. Пока я их не то, чтобы я спец по решению задач, я пока начинающий решатель, так скажем, задач. Поэтому я вот пока просто вот несколько приложений я скачал. Пока я просто вот там Lichess условно использую, там Chesstempo есть сайт. Я как бы еще даже близко не продвинулся до системы там видоника, так скажем. Вот, то есть я так совсем новичок в этом. Пока стараюсь просто делать больше, чем я делал до этого, и как-то вот постепенно постараюсь, может, буду уже лучше понимать, какие именно задачи нужны конкретные, вот и так далее. Пока просто решаю, чтобы как-то голову свежей держать. Вот. Часто еще говорили критики твои, что у тебя были якобы проблемы с настроем, с шахматной психологией в этом турнире. Согласен ли ты с этим? Честно, не думаю, что в этом была какая-то проблема. То есть, что именно они считают проблемой. То есть я как бы, перед началом турнира ты всегда переживаешь, да, как-то перед, в принципе, любым турниром. Вот, но особенно перед таким, конечно. Вот, но когда турнир начинается, то как-то начинаешь себя более-менее спокойно чувствовать, и я не чувствовал какого-то, не знаю, дискомфорта, и, в принципе, спокойно играл, верил в себя до какого-то момента, во всяком случае. Вот. А скажи, пожалуйста, сколько вот во время турнира уходило на подготовку? То есть я понимаю, что основная работа была проделана на сборах, но во время турнира вот сколько ты часов перед партией там готовился в среднем? Очень много, на самом деле. То есть, возможно, мне как-то и не хватило где-то, может быть, энергии, не знаю, за счет подготовки, потому что, условно, я просыпаюсь, идем завтракать, позавтракали, я прихожу, и мы с Давидом садимся, и до самого выхода что-то двигаем, что-то смотрим постоянно. То есть, может быть, стоило вообще как-то, тоже сложно сказать, да, то есть там не сидели бы перед партией, где-то дебютных проблем было бы больше. Но, может, уже постфактум можно сказать, что лучше было бы так, да, но во время партии, перед партией, во время турнира так не кажется. Поэтому тоже это, в принципе, это логично. На самом деле, очень большой был объем информации дебютной, очень большой. Часто я просто, какие-то линии, я уже понимаю, что я просто не могу запомнить физически. Очень много. И там и белыми, и черными, и куча всего. Вот, и, может быть, я еще вот с таким количеством информации не справился, потому что все-таки для меня это впервые было, как бы на таком уровне, да, играть и готовиться на таком уровне тоже. Там на Кубке мира, там это все гораздо проще проходило в какой-то момент, просто можно было, ладно, там, типа, руками заведу, там, нормально. Вот. А здесь как-то не было такого, да, просто очень много информации. А вот ты сказал, что узнал новое о том, как играют в элите. То есть, понятно, это твой первый турнир прям такого уровня. Вейк был там, да, несколько лет назад, но это, наверное, все равно не тот уровень, что турнир претендентов. Что еще ты узнал, помимо того, что важность счетной игры очень высокая, какие еще инсайты ты получил? Вот сложно сказать. В целом, меня на самом деле удивил, я не знаю, это как бы так будет всегда или нет, но меня удивил уровень как бы игры против меня, как бы это странно не звучало. То есть я даже проверил, если я не ошибаюсь, то есть ни один игрок не показал точность ниже 94 против меня, ни в одной из партий. То есть я вот задаюсь вопросом, это просто я не думаю, что это не везение, если честно. Мне кажется, что это скорее, может быть, я позволял соперникам так играть, но серьезно, когда я подумал, что очень тяжело, очень тяжело бы мне было в любом случае, да, против такого уровня игры. То есть у меня там позиция вот с Накамурой у меня был как бы небольшой перевес, он очень четко отбился, когда я белыми играл. Потом
Вот против ВИ, которую партию проиграл, совсем небольшой перевес, против Аниша, там вот если бы я пошел один d3 вместо ферзь d3, ну там у меня лучше, но то есть ничего так критичного еще, если бы Аниш там нашел точные ходы условно. Вот, как бы меня, конечно, удивил уровень игры против меня, но вот непонятно, как часто это будет происходить, да, на таком уровне. Попробовать себя на таком уровне очень было полезно. Ну, конечно, главный вывод, что, вот как ты сказал, уже просчет. Это, наверное, самое главное. Вот. Ну, например, в дебюте я думал, что люди будут где-то лучше готовы. Ну, подготовка не то чтобы невероятная, так скажем, у всех, но зато как бы во время игры все было неплохо, да, у них. То есть у нас вроде была хорошая подготовка, но вот чуть игры не хватило. Ну или не чуть. А у остальных, как бы, может быть, там с дебютом какие-то были проблемы, но в игре все было хорошо зато. Ну, у всех, кроме То есть, Синдарова, наверное, с дебютом были проблемы в той или иной степени. ну, Синдарова, я думаю, Синдаров не за счет дебюта все-таки выиграл, просто за счет хорошей игры. То есть за счет тоже счета, то есть там, ну, просто сильнее всех играл, да, буквально. В шахматы, наверное, не в дебюте была проблема, мне кажется. Как тебе вообще его игра на этом турнире? Ну, конечно, впечатляет. Конечно, здорово. Ну, вот, конечно, счет, как я уже сказал, и... Ну, и в целом какая-то волна сейчас у него такая очень удачная, которая уже давно началась. Мы еще когда вот за одну команду играли на Бундеслиге в прошлом сезоне, он там уже как бы, в принципе, разрывал. Потом Кубок мира, то есть и рейтинг у него рос, Кубок мира, и вот сейчас еще турнир претендентов. Ну, конечно, да, впечатляет. Что можешь сказать про других участников турнира претендентов? Что тебя, может быть, удивило, что впечатлило у них? Не сказал бы, что-то прям удивило. В принципе, все было более-менее предсказуемо. То есть, ну вот у Хикару с дебютом были, в принципе, проблемы. Это тоже более-менее ожидалось, что, ну, вряд ли Хикару там посвятит несколько месяцев там дебютной подготовке. Ну, в ВИ, мне кажется, тоже дебют был не самым лучшим, так скажем. То есть часто его как-то в дебюте на ранней стадии удивляли. Ну, это, в принципе, тоже ожидалось, что, ну, вот, это не их, как бы, самые сильные стороны, так скажем, у ВИ и Хикару. То есть они в основном такие за счет игры скорее, да, берут, чем за счет дебюта. Вот. А в остальном, ну, Аниш здорово сыграл. В принципе, это тоже, ну, в принципе, было очевидно, что он способен показать хороший результат, да. А в остальном, ну, только я себя удивил таким не лучшим результатом, так скажем, в первую очередь. А в остальном, в принципе, все ну, плюс-минус ожидаемо. Ну, вот Синдаров, конечно, удивил, я удивил. И, ну, Блюбаум тоже как бы понятно было, что он может так все ничьи сделать.